Человечество привыкло считать, что история пишется на твердой земле, в то время как океан — это лишь синяя пустота между континентами. Мы смотрим на звезды, пытаясь разгадать тайны далеких галактик, но правда в том, что самая большая угроза и самая великая тайна нашей планеты скрыта не там, а внизу. Индийский океан — место, которое хранит в себе следы цивилизаций, существовавших до начала времен, и аномалий, которые современная физика просто не в силах переварить. То, что вы сейчас услышите, это не выдержки из учебников географии. Это отчеты о событиях, которые заставляли капитанов кораблей удивленно смотреть на карты, а правительство в спешке закрывать целые сектора океана для плановых учений. Мы погружаемся в регион, где вода ведет себя как живое существо, а дно скрывает то, что должно было остаться похороненным навсегда. Досмотрите это видео до самого конца, потому что 7-й пункт заставит вас по-новому взглянуть на карту мира и понять, почему некоторые острова охраняются лучше, чем ядерные шахты. Начнем с цунами 2004 года, которое на несколько минут обнажило береговую линию Индии, и люди застыли от ужаса. Из воды поднялись верхушки храмов, чья резьба была настолько детальной и пугающей, что не походила ни на один индуистский стиль. Дайверы нашли на глубине 20 метров огромные статуи существ, наполовину людей, наполовину рыб, охраняющих входы в подводные каверны. Эти пещеры уходят так глубоко под материк, что свет фонарей просто растворяется в пустоте. Легенда о 7 пагодах веками будоражила умы исследователей. Считалось, что на побережье Индии стояло 7 величественных храмов, но 6 из них были поглощены океаном за один день. Официальная наука снисходительно называла это мифом, пока природа сама не решила сорвать покровы. Дайверы, которые позже спускались к этим руинам на глубину 20 метров, рассказывают о леденящем ощущении. На них смотрят. Статуи существ-гибридов, полулюдей, полурыб не просто стоят рядом, они занимают оборонительные позиции, словно охраняя вход в нечто гораздо более глубокое и опасное. Их чешуя, вырезанная из базальта, выглядит настолько реалистично, что кажется, будто она начнет двигаться под лучами фонарей. Самое пугающее — это входы в подводные каверны, которые эти изваяния охраняют. Исследователи пытались запустить туда автономные дроны, но техника ведет себя необъяснимо. Камеры фиксируют визуальный шум, а мощные прожекторы просто растворяются в абсолютной черноте, не достигая стен или дна. Кажется, что эти пещеры уходят не просто под материк, а в другое измерение, где законы физики и света перестают работать. Те немногие, кому удалось изучить барельефы внутри верхних залов, сообщают о картах звездного неба, которые не совпадают с нынешним положением созвездий. Это хроника событий, которые произошли десятки тысяч лет назад, или тех, что только должны произойти, когда океан снова решит вернуть свое. Этот фрагмент — прямое доказательство того, что под нашими ногами существует целая инфраструктура, созданная теми, кто называл океан своим домом задолго до нас. Пока внимание всего мира в 2014 году было приковано к поискам пропавшего малайзийского Боинга, глубоководные аппараты в бассейне Уортон наткнулись на находку, которая заставила военных немедленно закрыть район поиска. На глубине 6 километров, там, где дно должно быть покрыто лишь илом и обломками скал, поисковые системы вывели на экраны изображение бескрайнего поля из идеально ровных зеркальных плит. Эти плиты не имеют ни малейших признаков коррозии или морских отложений, что биологически невозможно для объектов, пролежавших в агрессивной соленой среде тысячи лет. Исследователи обнаружили целую сеть геометрически правильных структур, которые при взгляде сверху напоминают материнскую плату гигантского масштаба. Когда один из автономных дронов попытался прикоснуться к поверхности плиты, произошел мощный электромагнитный выброс, который мгновенно выжег всю электронику аппарата. Официально поиски самолета прекратили из-за недостатка улик, но реальная причина кроется в обнаружении древней инфраструктуры, к которой человечество еще просто не готово прикоснуться. Технологические аномалии бассейна Уортон также находят свое отражение в легендах о затонувшем континенте Кумари-Кандам. Долгое время это считалось лишь фольклором, пока современные сонары не обнаружили микроконтинент Мавриция, скрытый под толщей воды. Но шок вызвали не сами скалы, а обнаружение на глубине 3 километров массивных террас, колонн и порталов, вырезанных из монолитного базальта. Слой окаменевшего ила над этими руинами неоспоримо указывает на возраст в 15 тысяч лет.
Это создает неразрешимый парадокс. В тот период человечество официально находилось на стадии первобытных охотников, однако архитектура Кумари-Кандам говорит о знании сложнейшей инженерии. Самое пугающее — из недр этих затонувших строений до сих пор исходят ритмичные электрические разряды. Исследователи заметили леденящую кровь закономерность. Их интенсивность достигает пика именно в фазе полнолуния. Словно город-призрак до сих пор связан с циклами Луны и продолжает генерировать энергию, назначение которой находится далеко за гранью нашего понимания. Оставив позади руины древних городов, мы перемещаемся к хребту 90 градуса. Идеально прямой горной цепи длиной в 5000 километров, которая буквально рассекает Индийский океан пополам. Но это не просто горы. Военные гидрофоны годами фиксируют здесь явление, получившее название «пульс» — низкочастотный звук, напоминающий тяжелое ритмичное дыхание. Этот ритм настолько точен, что его можно использовать для калибровки атомных часов. Океанологи из США выдвинули гипотезу, которая звучит как сценарий хоррора. Под хребтом может находиться самая большая в мире сеть колониальных организмов планетарного масштаба. Это живая нервная система, проросшая сквозь земную кору и использующая океанические течения для питания. Судя по тому, что вибрации с каждым годом становятся все сильнее, эта система, спавшая миллионы лет, начала медленно просыпаться. И когда этот планетарный организм окончательно придет в движение, облик Земли изменится навсегда. В ноябре 2018 года вся планета вздрогнула от странного сейсмического сигнала. Это была идеальная монотонная волна, которая прошла сквозь земной шар, не вызвав ни единого разрушения. Источником гула стал район острова Майотта. Но самое странное произошло позже. За считанные месяцы на дне океана вырос гигантский вулкан высотой 800 метров. Вулкан начал выбрасывать на поверхность воду, чей химический состав не встречался на Земле более миллиарда лет. Это была вода из древнего, изолированного подземного океана, запертого в недрах планеты со времен ее формирования. Вместе с этой первобытной водой в Индийский океан попали организмы, чья ДНК не имеет ничего общего ни с одной известной формой жизни. Гул Майотты был не просто сейсмическим событием. Это был сигнал открытия шлюза, через который нечто абсолютно чуждое проникло в наши воды. И теперь это нечто растворено в океане, медленно адаптируясь к нашему миру. Это подводит нас к самому охраняемому секрету военно-морских сил, оперирующих в Индийском океане. В глубоководных желобах на юге региона сонары подводных лодок регулярно фиксируют объекты, которые двигаются слишком быстро для китов и слишком бесшумно для субмарин. Японские исследователи называют их нимген, что переводится как «человек». Это не рыбы и не млекопитающие в привычном понимании. Редкие засекреченные кадры с глубоководных аппаратов запечатлели существ колоссальных размеров, до 30 метров в длину. Их кожа абсолютно белая, гладкая, лишенная пигмента. Но самое страшное — это их форма. У них нет жабр или плавников, вместо этого их тела имеют пугающие гуманоидные очертания. Массивный торс, подобие рук с пальцами и гладкая голова без лица, на которой иногда видны лишь огромные черные провалы вместо глаз. Они не просто плавают, они наблюдают. Встречи с ними заканчиваются паникой экипажей субмарин, которые клянутся, что чувствовали ментальное давление, исходящее от этих существ. Это не животные. Это другая ветвь разумной эволюции, которая развивалась в вечной тьме параллельно с нами и теперь заявляет свои права на океан. Возможно, именно присутствие этих разумных существ объясняет аномалии, которые мы принимаем за техногенные катастрофы. В сентябре 1979 года американский спутник зафиксировал двойную вспышку света в пустынной части океана. Это был стопроцентный признак ядерного взрыва, но была одна пугающая странность — полное отсутствие радиации. Спутник зафиксировал не взрыв, а момент разрыва самой ткани реальности. В этом квадрате на несколько секунд образовался идеальный вакуум огромного объема. Исследователи аномалий уверены, что это был не тест оружия, а открытие пространственного портала. Либо нами в попытке изучить белых теней, либо ими самими, демонстрирующими технологии, выходящие за рамки нашей физики. Инцидент Вела стал доказательством того, что Индийский океан — это не просто водное пространство, а действующий полигон для сил, которые мы не контролируем.
Но иногда контакт с этими силами приводит к последствиям, хуже которых трудно представить. Если существование нингенов — это лишь верхушка биологического айсберга, то их истинный дом находится в точке, которую человечество привыкло считать мертвой зоной. В самом сердце центрально-индийского хребта на глубине более 5000 метров секретные глубоководные миссии наткнулись на нечто, что полностью перечеркивает наши знания об истории планеты. Это обсидиановый город. Колоссальный мегаполис, выстроенный из материала, который не должен существовать на такой глубине в таких масштабах. Это не просто руины или нагромождение скал. Это структуры, возведенные из черного, как сама пустота, вулканического стекла. Но шокирует не материал, а форма. Здания здесь нарушают все законы евклидовой физики. Они представляют собой гигантские самоподобные фракталы, башни и арки, которые при приближении камер оказываются состоящими из бесконечного количества еще более мелких и сложных элементов. Здесь нет прямых углов в человеческом понимании. Город растет во всех направлениях сразу, напоминая застывший в камне взрыв или трехмерный лабиринт, созданный разумом, для которого наше трехмерное пространство — лишь одна из плоскостей. Самое пугающее в этом городе — он не мертв. Из узких прорезей, напоминающих окна, и из-под титанических сводов черных цитаделей исходит призрачный леденящий голубой свет. В отличие от обычного света, он не рассеивается в мутной воде, а пронзает ее насквозь, подобно сфокусированным лазерным лучам. Океанографы, видевшие эти кадры, утверждают, что это не биолюминесценция, это энергия иного порядка, холодный синтез или квантовые пульсации, которые позволяют городу оставаться освещенным в условиях, где свет Солнца исчез миллионы лет назад. Гидрофоны, установленные на дрейфующих буях над этим районом, фиксируют непрерывный низкочастотный хор. Это не хаотичный шум тектонических плит, это структурированный ритмичный звук, напоминающий бесконечную литургию на языке, который не слышало ни одно человеческое ухо. Звук настолько мощный, что он вызывает вибрации в корпусах проплывающих мимо судов, заставляя экипажи испытывать приступы неконтролируемой паники и слуховые галлюцинации. Ученые предполагают, что город обитаемый по сей день, а его жители используют энергию самого ядра Земли, подключаясь к мантийным плюмам напрямую через свои обсидиановые шпили. Обсидиановый город работает как гигантский резонатор, который заставляет ткань реальности в этом регионе истончаться. Это сердце, которое качает не кровь, а искажение пространства-времени, превращая Индийский океан в зону, где наше присутствие лишь кратковременная и нелепая случайность на фоне вечного величия тех, кто построил эти черные фрактальные залы. Завершает наше погружение в бездну, и он служит самым мрачным и неоспоримым доказательством того, что границы этого подводного царства охраняются силами, не знающими компромиссов. Те, кто случайно заглядывает за ширму этой реальности, кто оказывается в ненужном месте в ненужный час, рискуют навсегда остаться частью океанической тишины. В июне 1947 года два судна в Малакском проливе приняли сигнал, от которого у радистов перехватило дыхание. Сквозь треск помех прорвался голос, лишенный надежды. Все офицеры, включая капитана, неподвижны. Кажется, вся команда замерла. Тьма забирает меня. Затем последовала долгая пауза и лишь финальная фраза. Это конец. Когда спасатели обнаружили дрейфующий Уранг Медан, на палубе царило полное безмолвие. Поднявшись на борт, моряки столкнулись с картиной, которую невозможно забыть. Весь экипаж, от капитана на мостике до кока на кухне, превратился в неподвижные изваяния. Это не было похоже на обычное происшествие. На телах не было ни единого следа борьбы или физического воздействия. Люди застыли в тех позах, в которых их настиг этот миг. Их руки были выброшены вперед, словно они пытались оттолкнуть невидимую угрозу, а лица были обращены к небу или к воде с выражением такого дикого, парализующего ужаса, который невозможно описать словами. Их глаза оставались широко открытыми, словно за мгновение до финала они увидели нечто, что полностью стерло их сознание. Самое необъяснимое ждало спасателей внутри судна. Несмотря на испепеляющую тропическую жару снаружи, в каютах Уранг Медан царил леденящий холод. Дыхание превращалось в пар, а переборки были покрыты странным инеем. Этот холод не имел естественного источника. Казалось, что из пространства просто удалили саму энергию тепла.
Исследователи аномалий позже предположили, что судно прошло непосредственно над обсидиановым городом в момент мощного энергетического выброса или столкнулось в упор с белой тенью, чей взгляд для человеческого разума действует как сокрушительный удар, погружающий в вечное забытье. Как только спасатели закрепили буксировочные тросы, из трюмов Уранг-Медан повалил странный сизый туман. Люди едва успели отойти на безопасное расстояние, как судно сотряс мощный разлом, и оно начало стремительно уходить на дно. Корабль растворился в пучине за считанные минуты, не оставив на поверхности даже следа. Казалось, что сам океан в спешке скрывает свидетельство контакта с тем, что должно оставаться вне нашего понимания. Секрет того, что именно поднялось из воды в ту роковую ночь и заставило десятки людей застыть от концентрированного страха, Индийский океан продолжает хранить в своих глубинах. Эта история — последнее предупреждение. Бездна активно охраняет свои границы, и каждый, кто попытается подойти слишком близко к обсидиановому городу, рискует превратиться в безмолвный памятник, замерший в вечном жесте отчаяния. И для тех, кто досмотрел до конца, бонусная легенда про Индийский океан. Существует регион, который океанографы и военные пилоты стараются обходить стороной, хотя он не отмечен ни в одном официальном списке опасных зон. Это северная часть Маскаренского плато, гигантского подводного плато, которое когда-то было частью суши. Здесь, на глубине около 300 метров, современные сонары зафиксировали группу объектов, получивших неофициальное название «Хранители пустоты». Это серия идеально ровных вертикальных монолитов, возвышающихся над дном на десятки метров. Они выполнены из материала, который поглощает свет так же эффективно, как обсидиан, но обладает странным свойством. Они абсолютно невидимы для эхолотов. Исследовательские суда проходят прямо над ними, и их приборы показывают пустое дно, в то время как глубоководные камеры фиксируют гигантские черные столбы, уходящие в темноту. Это объекты-невидимки, которые словно не принадлежат нашему спектру реальности. Самое пугающее начинается, когда исследовательские аппараты приближаются к монолитам на расстояние менее 100 метров. В этот момент наступает феномен, известный как акустическая сингулярность. Все звуки, гул двигателей, работа винтов, радиопереговоры внезапно исчезают. Наступает абсолютная, физически давящая тишина, которую невозможно достичь в земных условиях. Люди, находившиеся в батискафах в этой зоне, описывают состояние выхода из тела и странные вибрации в костях, которые кажутся ритмичным шепотом на языке, не имеющим слов. В то время как вода на такой глубине должна быть ледяной, датчики температуры показывают, что сами монолиты излучают мягкое, стабильное тепло. Кажется, что внутри этих черных столбов циркулирует энергия, сопоставимая с мощностью небольших атомных реакторов. Существует теория, что хранители пустоты — это не строения, а гигантские антенны или резонаторы, которые поддерживают стабильность обсидианового города. Они создают своего рода защитный купол, внутри которого время течет иначе, а наше присутствие воспринимается системой как мимолетная помеха. Пилоты гидросамолетов, пролетавшие над этой зоной в ясную погоду, сообщали о странном визуальном искажении. Вода под ними внезапно становилась прозрачной на километры вглубь, обнажая очертания чего-то настолько масштабного, что разум отказывался это фиксировать. Секунду спустя горизонт вспыхивал, и все возвращалось в норму. Это место — наглядное доказательство того, что Индийский океан хранит еще много секретов. А мы благодарим вас за просмотр и желаем отличного дня.